Друзья, всем привет! Скоро лето, начинаем чаще ездить на дачку, начинаем ковыряться, ремонтировать, что-то подстраивать, и в этот раз мы решили обновить свой забор. Сегодня об этом, поехали! Итак, у нас идет асфальтовая дорога, центральная улица перед нашим участком, и как видите, у нас стоит старый деревянный забор, прозрачный полностью. Ездят машины, ходит куча народа, и все такое ощущение, что смотрят через забор, и это очень напрягает. Забор сделан из доски 180 на 7 сантиметров, но, как я уже сказал, он полностью прозрачный, и видно абсолютно все, что происходит у нас на участке. Поэтому мы решили его обновить. Забор делался 15 лет назад, и, как видим, дерево хоть периодически покрывалось антисептиком, однако стало старым, страшным, покрылось мхом, ну и выглядит неприглядно. Поэтому мы решили его изначально почистить и покрасить. И чем же почистить? Для этого друг посоветовал взять у него мойку высокого давления. Взяли мойку, и, если честно, я не рассчитывал, что получится именно так. Мойка высокого давления зачищает дерево чуть ли не до нового состояния. Мойка была Эко. Это мойка высокого давления Эко, модель 1770. И если честно, поигравшись с ней один день, я очень захотел купить себе точно такую же. Блин, прикольная штука. В 2 раза дешевле, чем Керхер, однако со всеми этими же функциями и с кучей насадок и наворотов. Здесь даже присутствует именно грязевая фреза, ей и мыли забор. А выглядело это так. Одеваем грязевую фрезу и начинаем шлифовать наш забор. В нашем случае 33 метра забора с 2 сторон я полностью зачистил примерно за 4 часа. С перекурами, перерывами на обед и так далее. Никаких усилий, никакой пыли, аккуратненько и не спеша. Получилось просто супер. Вот как это выглядит вблизи. Грязевая фреза зашлифовывает дерево чуть ли не до нового состояния, снимая абсолютно все. Всю грязь, мох, дорожную пыль, абсолютно все, оставляя идеально чистые доски с таким вот деревянным узором. Как болгарка. И вот за день мы зачистили забор, и дальше будем его обрабатывать специальной пропиткой и набивать вторым рядом доски, которые были куплены специально для этих целей. Дерево в этом сезоне стоит достаточно дешево. Я купил куб доски 100 на 25 на 4 метра по 335 белорусских рублей за кубометр древесины. И это очень дешево. Ведь когда мы строили в прошлом году пристройку, на стропильную систему я отдавал почти 1000 рублей за куб. Покрывать мы все это дело будем вот такой вот специальной пропиткой по дереву Aquatex. Бралась просто в Гипере в Оме по акции по очень-очень хорошей цене, примерно 110 белорусских рублей за 10-литровую банку, и будет у нас цвет венге, потому что он стоял на акции. Ранее мной был приобретен вот такой вот краскопульт, и сегодня мы его как раз таки испытаем. Это будет его первая работа. Это краскопульт Deco, модель Deco SJ55K1. И если честно, я остался в восторге от этого инструмента. Рекомендую. Сама пропитка по консистенции примерно как, жидкая водичка, ничего более. Это уже антисептик с колером и со всеми составляющими для дерева. Будем заливать его в краскопульт и покрывать подготовленные заранее доски. Ну и, конечно же, покроем изначально забор с 2 сторон, чтобы все у нас было в один цвет. Заливаем в краскопульт пропитку и погнали. Как видим, работать этим инструментом очень легко и просто. Никакого геморроя. Залил в банку пропитку, нажал на кнопку, и все случилось. Очень хорошо, очень равномерным слоем он покрывает дерево, и не болят руки, это самое главное. Не нужно 100 лет махать кисточкой,
и все это пропитывать кисточкой. Кстати, когда работаешь с краскопультом, расход таких вещей меньше, потому что он сразу ложится на материал. Конечно же, покрываем сначала с одной стороны забор, ведь когда мы уже закроем доской с этой стороны, то подлезть туда уже с краскопультом и покрыть забор будет сложно, даже практически невозможно. Поэтому изначально подготавливаем эту сторону и в дальнейшем сюда будем крепить деревяшки. Опять же, если вернуться к краскопульту, то могу сказать одно. Очень-очень-очень рекомендую. Тема супер классная. Стоит он на сегодняшний день совсем недорого. Ссылочку на такую штуку я, конечно же, оставлю в описании. Смотрите, кому будет интересно. И данный краскопульт очень сильно облегчает работу, очень сильно ускоряет работу. Не устаешь, тратишь меньше времени, тратишь меньше материала, ложится все равномерным слоем, главное не торопиться. В 2 слоя покрываем дерево и в дальнейшем уже набиваем его на забор. Кстати, после этого сделал еще пару клумб и попробовал залить в него обычную краску PF 115. Немного разбавляем ее растворителем, и он точно так же отлично ее распыляет. Поэтому штука универсальная, как для жидких, так и для более-менее каких-то густых составов, как пропиток, красок, масел и так далее. Рекомендую. Работа продолжается, набиваем несколько досок и можем сразу увидеть сравнение, как было и как будет. Хоп, и машинки практически не видно. Точно так же нас будет не видно и во дворе. При этом у нас есть небольшие расстояния, небольшие щели между штакетинами, через которые продувается воздух. И забор обладает небольшой парусностью, его не завалит ветром. Вот уже и половина работы сделана. Получается очень даже ничего. Ворота мы сегодня трогать не будем. Нужно поправить один столб, он, к сожалению, немножко завалился на бок. А дерево пилил вот такой вот электропилой Vortex. Купил ее тоже когда-то в Гипере, причем импульсивная покупка. Промучился полдня со старой бензопилой, которая постоянно глохла и не хотела завозиться. А надо было много работать. Поехал и купил такую штуку. И честно, очень доволен. Кнопку нажал и все случилось. Служит уже 3-й год. Ну и вот конечный результат. Со стороны улицы смотрим во двор. Все красиво покрыто. И практически ничего не видно, что у нас происходит во дворе. Именно тот результат, которого мы и хотели добиться. А пока строили забор, параллельно собрал для жены еще пару клумбочек, которые мы поставили прямо перед домом, напротив окон. Теперь из кухни можно будет любоваться цветами. Кстати, тоже покрашено краскопультом. По забору в принципе все, а скоро на этом месте под сиренькой у нас будет стоять офигительный сюрприз для дочки. Ведь у нее скоро день рождения. Но об этом уже в следующем видео. Рекомендую, вам будет интересно. Посмотрите. Ну, в принципе все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!